Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Вечер среды, одного из самых насыщенных дней недели моды в Нью-Йорке, завершился презентацией коллекции Tory Burch осень-зима 2026-2027. В качестве модной локации ведущий дизайнер и основательница одноименного бренда выбирает новое пространство Сотбис, старейшего в мире аукционного дома. Здание, что расположилось на углу Мэдисон-авеню и 75-й улицы в Верхнем Ист-Сайде. Это строение, что некогда было музеем Уитни, ныне стало идеальной площадкой для демонстрации стильного гардероба. Выбор места сразу задал тон фэшн-показу. С одной стороны строгий бетон, никаких напыщенных декораций, лишь сдержанная отделка стен деревом и почти музейная тишина. С другой – теплое ощущение встречи, будто все собрались не на модное шоу, а на уютный вечер среди своих. Звездные гости, среди которых были замечены Памела Андерсон, Тесса Томпсон, Мэри Бет Барон, Аманда Сейфрид, это только подтвердили. Tory Burch заслуженно получает любовь и признание требовательной публики, в том числе и коммерческий успех. К ее творческим идеям проявляют интерес даже избалованные многочисленными масштабными и яркими показами зрители. Однако сегодня дизайнер предлагает начать разговор о чем-то более глубоком, чем сезонные тренды. Ведь главная тема на подиуме – стиль, который не зависит от времени. Коллекция получилась безупречно выстроенной, но не чопорной. Все выглядело аккуратно, точно, со вкусом. На создание осенне-зимнего гардероба Burch вдохновил образ Банни Мэлон, известной женщины-садовода, которая спроектировала целый ряд значительных садов, в том числе розарий Белого дома. Еще одной точкой отсчета для Тори, которая вслед за коллегами пустилась по волнам памяти, стали вельветовые брюки ее отца. Своего рода константа для дизайнера, потому что, с ее слов, именно данная вещь максимально утилитарна и непритязательна, насколько это вообще возможно для одежды. В результате в новой модной линейке мы видим интересную комбинацию, в основе которой логика плюс чувство. Образ Мэлон здесь про интуицию, свободу и жизнь по ощущению. А вещи отца про практичность, простоту и функциональность. Как утверждает Burch, этот микс лучше всего отражает то, как сейчас одеваются женщины, по личному инстинкту, а не по правилам. В основу гардероба на осень дизайнер определяет классику. Но не в привычном виде, а адаптированную под сегодняшний немного хаотичный мир. Например, те же отцовские брюки. Это вельвет, но в широкий рубчик, мягкая приспущенная на бедра посадка, теплые оттенки шафрана и абрикоса. Носить их Тори предлагается свитерами с круглым вырезом и рубашками с круглым воротником, не забывая при этом закатывать рукава так, будто в данную минуту вокруг вас буквально кипит работа. Цвета в коллекции перекликаются между собой как элементы сада. Охра спокойно уживается с аквамарином, апельсиновый с шоколадным, горчичный и мятный с насыщенным синим, зеленый с темным графитовым. Причем каждая комбинация выглядит как диалог, понятный и гармоничный, лишь иногда с легким напряжением. Что важно, и это обязательно стоит отметить, Tory Burch очень талантливо умеет подмечать детали. А в ее команде, судя по всему, вполне себе хорошие стилисты. Так, например, на свитерах появляются оригинальные по форме броши-булавки в виде рыбок. Подвеска на тонкой серебристой цепочке тоже похожа то ли на сардину, то ли на сельдь и васи. Есть плетеный ремень, который мгновенно превращается в настоящий объект желания модниц, и парой к нему сумка-корзинка из рафии. Взгляд цепляют туфли с тонким ремешком-застежкой на щиколотке и те, что с массивной металлической пряжкой. В список стильных решений добавлю объемные пальто-коконы с будто распахнутыми вшире воротниками, либо с двойными, что остро очерчены. А еще похожие на бушлаты двубортные модели с золотыми пуговицами и всегда актуальные тренчи, крепко затянутые в талии поясом. Не менее эффектно смотрятся завязанные в узлы драпировки на шифоновых платьях и теплые кардиганы с позолоченной вышивкой, которая, к слову, выполнялась мастерами вручную по древней индийской технике бадла. На мой взгляд, осенне-зимняя коллекция Tory Burch получилась заманчивая, интересная, достаточно яркая, уютная, с небольшой долей ностальгии и ощущением чего-то близкого, личного. Главная мысль здесь звучит честно и ясно. Будущее не в постоянной гонке за новым, а в умении пересобрать уже знакомое. Ведь классика никуда не исчезает, она просто меняется вместе с нами.
Сегодня дизайнер советует нам пересмотреть свой гардероб и попытаться взглянуть на него иначе. Кто знает, может именно там уже есть та самая вещь, с которой начнется ваша модная история. Приятного просмотра, друзья! Спасибо огромное за поддержку канала, за поставленный лайк и подписку. Давайте обсудим в комментариях, что из коллекции больше всего понравилось вам. Или напротив, какие минусы и недочеты вы увидели в представленных образах. Всем моим зрителям красоты, добра, хорошего позитивного дня и только светлого, солнечного настроения!